Всем добрый день! Сегодня я начинаю серию видео по пошиву купальников. Начнем с лифа, да? То есть трусики мы будем шить позже. Первые серии будут о лифе. Значит, сегодня я буду шить вот такую модель. У меня единственное, что чашка будет больше и поясочек я сделаю тоньше. Вот такая у нас сегодня будет моделька. Простая. Обработка будет трикотажной бейкой. То есть я решила, что не буду показывать модель. Сейчас, секундочку, покажу. Я не буду показывать способ вот такой, который выворачивается вот сюда наизнанку. Кстати, даже из лайкры, я ранее говорила, что лайкра лучше ложится, даже из лайкры, если неопытный человек возьмется за такую модель, то вот такая вот история все равно будет. То есть тут нужно очень постараться, чтобы все было красиво. Одна сторона может получиться, а если вторую пришить, то здесь уже будут проблемы. Поэтому я не буду вот с этим заморачиваться, то есть не буду показывать вот такую чашку. Тем более, кстати, вот эта чашка, она не будет поддерживать грудь, она не фиксирует, она просто вот так вот просто ложится и все, да. То есть вот сюда, единственное, что да, вот тут, конечно, вывернуто, но когда вот так вот натягивается, да, допустим, завязочку вы сюда натянете, она более такая становится ровненькая. Сюда натянете, она тоже будет более ровненькая. Но все-таки мне не нравится эта модель, простите, поэтому я не буду ее показывать. Я покажу вот эту, я покажу, как сделать так, чтобы чашка была глубже. То есть вы, допустим, берете чашку на размер больше, если у вас грудь не широкая, да, но достаточно не маленькая. Вот, поэтому вам, допустим, вот эта чашка будет большая, но если мы присоберем вот эти краешки, сделаем глубину на чашке, тогда она вам будет как раз. То есть мы с вами будем разговаривать о разных фигурах. Да, я расскажу, что сделать, чтобы не делать глубину, чтобы осталась чашка такой формы. Допустим, если у вас грудь большая и достаточно широкая, чтобы не было, то есть, ну, она как бы вам как раз, и она останется такой, какая она есть. Вот такие у нас сегодня будут разговоры. Смотрите, у меня сегодня в работе бифлекс, и бифлекс мой имеет направление рисунка. Есть бифлекс, который вот такой вот такая вот пестрая, да, ткань, и тут можно выкладывать, как пожелает душа. Но если есть направление рисунка, нужно, конечно, ее учитывать, да, его учитывать. Значит, я беру чашку. Сегодня, я повторяю, мы будем делать вот такую чашку, но нам в любом случае, несмотря на то, что мы будем обрабатывать бейкой, нам в любом случае нужна свобода вот сюда. Поэтому смотрите, что я делаю. Так, наверное, будет лучше, если я покажу вот так, на этой стороне. Не забываем смотреть за направлением рисунка, да. То есть и мы берем чашку. У нас на чашке есть обозначение, вот оно цифровое. Мы, чтобы его не терять, делаем вот такую стрелочку, что это будет вверх. И теперь смотрите, нам необходимо нарисовать, начертить. Вот так я рисую прямую линию. Так, я, наверное, буду ориентироваться на котиков. Слава богу, здесь видно на ушки котиков, поэтому здесь у меня получилось неровный срез. Вот так я прорисовываю прямую линию и рисую перпендикуляр. Смотрите, беру чашку и приблизительно выкладываю так, чтобы у меня еще здесь хватило места на прибавку. Так, ну вот так вот я прибавлю. И приблизительно вот здесь, приблизительно по центру, я рисую перпендикуляр. Горизонтальная линия, вертикальная линия, и буду на них ориентироваться. Да, вот так вот складываю пополам, нахожу центр вот здесь внизу. Это, знаете, это прям вот для новичков, чтобы не на глаз делать, да, а чтобы все было четко. Центром я прикладываю, вот этим центром, который я прорисовала, прикладываю вот это к этой точке. Вот так. И вот этим уголочком я прикладываю, вот так вот у меня линия идет, да? Вот так. И уже после всего этого я обрисовываю свою чашку. Это уж прям вот точно будет досконально все правильно.
Можно вторую половину не обрисовывать, да, то есть вот она у нас есть одна, она у нас с обеих сторон одинаковая, вот она наша линия. То есть можно не мучиться и не обрисовывать с другой стороны. Мы просто сейчас свернем пополам и вырежем. Теперь нам нужно прибавить чтобы вот здесь у нас были складочки, да, то есть, ну, в любом случае сюда нужно складки. Если мы вырежем сейчас вот так, у нас вот здесь не хватит ткани, чтобы заложить даже одну складку или какую-то сборку сделать. Поэтому нам нужна свобода. Я делаю так, смотрите, так, где у меня сантиметровая лента? Значит, от уголочка вот этого, от уголочка я откладываю параллельно нижней линии горизонтальной 3-5 сантиметров. То есть насколько вы хотите, чтобы были глубокие складочки, да? 3-5 сантиметров. Ну, давайте возьмем, грубо говоря, то есть давайте возьмем центральную точку 4. И вот эта точка, вот эта, то есть линия, мы ее как бы продолжаем до вот этой точки. Вот так. Я прям вот по прямой. Вот где она у меня... вот так соединяю, да, даже вот так, наверное, будет видно. К этой точке прикладываю линеечку и вот так подвожу, чтобы она соприкоснулась вот с этой линией. Все, вот так. И по низу, то есть я вот эту линию еще продолжаю, по низу я должна прибавить, ну, хотя бы 2,5-3 сантиметра. То есть не хотя бы, а, наверное, так и надо. Значит, вот к этой точке я прибавляю 3 сантиметра, вот так, к самой нижней линии. Вот они у меня 3 сантиметра будет. И вот сюда она как раз уходит, да. Здесь даже можно сделать побольше, на всякий случай. Лишнее все срежется. Если не хватит, это будет плохо, а лишнее все может срезаться. Так, вот она линия моя. И теперь так, можно, в принципе, сразу одну сторону вырезать, а потом уже перевернуть и вырезать вторую. Я вырезаю, смотрите, вот сюда мне нужно добавить еще хотя бы по 0,5 на свободу чашки. Прям вот прям чуть-чуть, 0,3-0,5. Потому что чашка у нас, несмотря на то, что ткань эластичная, чашка у нас выпуклая. То есть вот на это вот как раз и вот эти вот 0,3-0,5. А сюда можно уже вывести к этой точке, которую мы отметили, да, нашли. Все, вот так я вырезаю. Повторяю, вверх я прибавляю 0,5, вот сюда к чашке. Здесь я прибавляю 3, и сюда у меня 4 сантиметра. Я уже сказала 3-5 сантиметров. Так, теперь до этой линии я вырезала. Теперь я вот так вот поворачиваю. И вот здесь, вот тут вот, да, у меня линия вот эта, я прям по ней складываю. И могу либо вырезать, либо сколоть, вырезать, либо прорисовать вот так вот по контуру и потом вырезать. То есть это уже как вам удобно. Я обрисовываю, чтобы как бы не терять время на булавке. Все, вырезаю. Вот такая у меня получилась чашка. Мне нужно сделать 2 одинаковые, 100% одинаковые чашки. Может быть, они по рисунку не будут совпадать, но они должны по размеру быть 100% одинаковые. Я вот так вот беру, прикладываю. Так, у меня вот здесь место есть, могу сюда сэкономить ткань, да? Если, допустим, нет направления рисунка, можно выложить вот так. Но ни в коем случае не вот так. То есть ширина должна соответствовать, да? Значит, я сейчас вот таким образом выкладываю и прорисовываю, то есть обрисовываю по контуру и вырезаю вторую чашку. Тут нужно быть прям вот очень-очень осторожной, потому что ткань эластичная, в любом случае писать, возможно, будет неудобно. Здесь мелок точно не поможет, девочки, потому что мелок, он не такой мягкий, его в любом случае нужно нажимать. Ну, как бы для такой ткани неудобно. Поэтому я беру ручку или фломастер, возможно, у кого-то есть. Намного удобнее. Вот так вот штрихами обрисовали по контуру. И сейчас будем вырезать. То есть 2 чашки у нас готовы. В принципе, это, наверное, самая выкройка и есть. То есть больше тут ничего выкраивать и не нужно. Единственное, что нужно вырезать полосочки. Кстати, полосочки лучше вырезать по длине, а не по ширине.
несмотря на то, что ткань одинаково тянется в одну и в другую сторону, но ширина в любом случае более рыхлая у любой ткани. Поэтому лучше, конечно, для завязочек, чтобы они были более плотненькими, и для завязочек на талии и на шее, то есть они должны быть вырезаны по длине. Так, лишнее убираем сразу. Так, я уже сказала, я буду обрабатывать бейкой. Давайте сразу вырежем завязочки. Смотрите, как мы рассчитываем завязочки. Вот она у нас чашка, да? Вот мы ее прикладываем к себе. Как она у нас будет? Вот у нас заканчивается где чашка. Мы прикладываем вот сюда сантиметровую ленту, плюс 1,5 сантиметра. Доводим до 7-го шейного позвонка. Вот так измеряем. Смотрю, значит, у меня получается 29 сантиметров, и мы прибавляем, вот у меня, я держу 29 сантиметров, и прибавляем на завязочку, сколько нам нужно. Ну, допустим, 60, 70, я думаю, 70 это за глаза просто. Вот такая большая завязочка, я думаю, никому не нужна. Сейчас мы ее измерим, да? Какая у меня тут завязочка, я прям ее сделала очень длинную. Сейчас я измерю. У меня здесь получается... Вот 67 сантиметров. Я думаю, вот как раз, да, 60-65 будет вполне достаточно. Она тянется, то есть мы ее вот так будем натягивать на себя в любом случае. И здесь будет завязка, и вот эти завязки, ну, в крайнем случае, здесь можно будет сделать узелочки, да, и лишнее срезать. Вот так вот. Можно, конечно, наконечники сюда прикрепить, но я думаю, что на купальнике это не нужно. Значит, смотрим. 60 сантиметров мне, допустим, вполне хватит, да? Сколько у меня здесь по длине? В общем, смотрите, я сейчас здесь вырежу сразу 3 полосочки. 2 полосочки ткани будут на завязочке. Это будет тоненькая полосочка. И чуть-чуть побольше мы вырежем на завязку на талии. Мы с вами должны измерить обхват под грудью. Без прибавок, без растяжения. Вот так вот мы измеряем обхват под грудью. Допустим, здесь 71, да. И прибавляем в одну и в другую сторону, сколько вам нужно на завязочке. Если, допустим, сюда мы прибавили, ну, допустим, у меня было 29, ну, округлим 30, да. Если я буду брать 60, я прибавлю сюда 30 сантиметров на завязочку. Можно и сюда добавить 30 сантиметров на завязочку. Можно добавить меньше, допустим, 20-25. Тут уже как бы смотрите сами. То есть, вот, допустим, 71 у манекена, да, 71 плюс 25 с каждой стороны, то есть плюс 50. Это мне придется делать 2 завязки, 2 полоски ткани, чтобы, ну вот здесь, наверное, я ее буду соединять, а здесь этот шов можно скрыть красивым тоненьким бантиком из вот этой же ткани, да. Вот здесь вот я сейчас выровню вот это место. В общем, для пояса, для завязочки под грудью я буду вырезать 2 полосочки ткани. Так, сколько у меня здесь в готовом виде? 2 сантиметра в готовом виде. Я хочу 1,5, допустим, да, в готовом виде. И, может быть, даже сантиметр, 1,2, где-то примерно так. Ну, возьмем 1,5. Значит, 1,5 и плюс по 1 сантиметру пусть будет у меня подгибка. Не буду мало оставлять, пусть лучше будет больше, да. Значит, лишнее в любом случае мы можем срезать, потому что у нас будет зигзаг и ткань тянется, то есть мало ли на всякую там погрешность и неопытность, скажем так, да. Значит, мы считаем, значит, 1,5 плюс 1,5 это будет 3, и плюс по 1 сантиметру с каждой стороны 5. Значит, мне нужно, можно в принципе даже 4,5, вот так, да, то есть 5 это, наверное, много будет, 4,5. Я откладываю для завязочки, 2 полосочки ткани у меня будет 4,5, даже, наверное, все-таки 4. Пусть у меня будет 4, но вы, допустим, если у вас опыт небольшой, отложите побольше. В крайнем случае, я уже сказала, лишнее можно срезать. Значит, вот так я прорисовываю. Здесь я сейчас 4 сантиметра отмечу. И вот так прорисовываю вторую линию. По ней буду вырезать. Рисуем аккуратненько. Смотрите, ткань такая мягкая, уже, повторяюсь, эластичная. И иногда собирается в кучку. Еще раз 4 сантиметра откладываю. И провожу вторую линию. 4 сантиметра. Вот это у меня будет для пояса.
Так. Теперь для завязочки вот этой мне необходимо, ну, я думаю, что 2,5 сантиметра вот так вот пойдет, да, то есть хватит. И 2,5 сантиметра, я имею в виду вся ширина полосочки. И мы будем ее сшивать зигзагом, выворачивать. Ну, то есть, я думаю, что хватит, да. В крайнем случае мы там уже, можно даже 3 сантиметра, наверное, 3 сантиметра лучше, да, а лишнее срезать. Сделаем строчку зигзаг, а лишнее срежем, прежде чем выворачивать. 2 полосочки я тоже вырезаю, вот такие вот. 2 полосочки по 3 сантиметра. Ручка перестала писать резко. Вот, кстати, чем плохи вот эти ручки, они очень быстро выдыхаются. Ну, не очень быстро, но, по крайней мере, я беру их, допустим, пачками, да, не успеваешь их использовать, и они выдыхаются. Поэтому, конечно, если брать, то лучше немного, по чуть-чуть. Ручки, пасты. 2 полосочки ткани по 3 сантиметра шириной. Все, вырезаю. 2 для пояса, 2 для завязочек. 4 сантиметра и 3 сантиметра. Итак, вот эти более широкие, которые завязочки, сразу соединяем между собой. Сшивать я буду зигзагом 2 сантиметра, то есть 2 на 2, да, 2 сантиметра длина стежка и 2 сантиметра ширина стежка. И здесь я буду так сшивать, и практически все остальное. Смотрите, завязочки я пока вот эти оставляю. Мы их будем, что касается пояса, это все отдельно, мы уже будем после того, как чашки, да, сделаем. Вот эти завязочки можем, в принципе, сразу вот так складываем пополам и строчим. Я буду строчить прямо посередине, то есть ориентироваться на ширину лапки по сгибу. Сгиб у меня будет прям вот приходиться на край лапки. Вот так я буду строчить. Таким образом у нас сама тесемочка будет тоненькая, да, тоньше. Если вы хотите шире, то вы можете как хотите. Вы можете прям с краю вот так вот строчить. Вот сколько у нас, 1,5 сантиметра здесь. С краю строчить, чтобы ничего не отрезать. И тогда у вас будет примерно около 1 сантиметра у вас будет завязочка, да, шириной. Выворачиваем и все. Вот. Что касается завязочек. Дальше с чашкой. Значит, смотрите. Я чашку прикладываю к лицевой стороне чашки, вот так, изнаночной стороной своей выкройки. И прикалываю прям вот край в край. Скалываем таким образом, вот я сколола, да, скалываем таким образом, чтобы у нас вот здесь по краям не было никаких заусенцев, никаких волн, никаких, в общем, ничего лишнего, да, то есть это все должно выложиться гладенько и ровненько. Вот здесь может быть погрешность. Почему? Потому что, когда мы выкладывали вот таким образом чашку, конечно же, мы могли где-то ошибиться, потому что чашка, я еще раз говорю, не плотная, то есть не плоская, и вот эта погрешность, она может быть. Мы ее оставляем, значит, скалываем. Смотрим, еще раз говорю, чтобы вот здесь не было ничего лишнего, никаких волн, никаких, повторяюсь, заусенцев, да, и так далее. И таким образом мы должны приметать вот этот край, чашку с выкройкой нашей, да, с нашей тканью. И то же самое я делаю сразу с другой чашкой. Так, мы должны с вами ориентироваться, естественно, на верхнюю часть. Вот так я сейчас тоже прорисовываю вторую чашку. То же самое, да, я делаю со второй чашкой. Вот так прикалываю сначала макушку, а потом все выравниваем, смотрим. Значит, я прикалываю макушку. Дальше я выкладываю, вот как она ложится, так я ее выкладываю. Не натягиваю ни в коем случае ничего, да. Вот прям вот как ложится, так и выкладываю. Как ткань хочет. И получилось у меня тоже здесь есть погрешность, которую нужно будет удалить, но после того, как приметаем чашку
ткань к чашке, вот так скажем. То есть я сейчас за кадром приметаю, и мы с вами продолжим дальше. Приметаем, вот это все срежем лишнее, да, оставим, ну, то есть до чашки, и уже потом будем с вами пришивать, то есть обрабатывать бейкой и сшивать все остальное. Сейчас я все это сметаю, и мы с вами переходим к машинке. Итак, заправили машинку нужными нитками, выставляем на обычный зигзаг, то есть у меня это режим С. Далее я выставляю длину стежка на 2, ширину стежка на 2. Таким вот зигзагом я буду строчить для начала вот эти вот тоненькие полосочки. Складываю пополам. Я думаю, будет видно, да, выкладываю, я сейчас подвину поближе, выкладываю вот так под лапку, ориентируюсь вот этим, вот на этот край лапки, вот здесь у меня будет сгиб бейки, и я начинаю строчить. Естественно, несмотря на то, что здесь у нас зигзаг, я буду растягивать ткань, чтобы потом в будущем при эксплуатации купальника, при ношении у меня ничего не лопнуло, то есть не разошлись нитки, да. Вот так я вот вытягиваю и прошиваю. Все, с одной стороны я отрезаю ниточку. Дальше срезаю лишнее. Вот этот вот припуск срезаю. Прям максимально близко к строчке. Ткань не сыпется, не разъедется, поэтому можно не бояться. Главное, чтобы саму строчку не зацепить. И полностью срезаю лишнее по всей нашей завязочке. С другой стороны ниточку не отрезаем. Мы с помощью нее будем выворачивать нашу завязочку. Вот она, наша ниточка с одной стороны. Я ее выравниваю. Надеюсь, видно, да? И беру большую цыганскую иголку и делаю огромный узелок. Прям стараюсь такой толстый узелок сделать. Несколько раз вот так вот накручиваю, чтобы этот узелок не выскочил из ушка, потому что ушко у цыганской иглы очень широкое. Вот он узелок, видно, да? Я вставляю ушком в завязочку вовнутрь и начинаю вот так нанизывать. Ткань достаточно скользкая, легко это делается. Несмотря на то, что завязочка достаточно узенькая, потихонечку вот так вытаскиваю. Видите, как легко это все делается. Вот такая достаточно узенькая завязочка. Можно, конечно, ее пропарить утюжком, а можно оставить так, в принципе. Когда мы будем купаться, это все выровняется. В принципе, ничего тут не вытянется больше. Иголочку с ниткой убираем. С одной стороны можно сразу завязать узелочек, можно установить наконечник в тон, в цвет ткани или принта. Смотрите, дальше я сейчас со второй сделаю то же самое завязочкой. Дальше, смотрите, я хотела показать, как нужно приметывать. Да? Приметать нужно приметывать не в самый край среза, а отступив хотя бы 1-1,5 сантиметра, да, ну не хотя бы вот так 1-1,5 сантиметра, потому что здесь у нас будет пришиваться беечка. Сейчас я это все вырежу на ваших глазах, да, выровню. Здесь у нас будет пришиваться беечка, и беечка не должна спрятать нашу наметочную строчку, чтобы потом ее было легко вытащить. То есть мы ее уже будем от нее избавляться, нам она не нужна внутри. Вот так вот я вырезаю, срезаю лишнее, все вот эти вот погрешности.
То же самое я делаю и на другой чашке. Что касается завязочек, мы, конечно, сначала можем ее вот сюда вот приметать, наживить, да, вот сюда, а и после этого уже обрабатывать бейкой трикотажной. Но я все-таки склоняюсь к тому, что лучше сначала обработать бейкой, а потом уже вот сюда вниз, то есть к изнаночной стороне пришивать завязочку, да. Можно, в принципе, хоть так, но я думаю, что больше намучаемся, если мы сначала, можно вот так вот, да, наживить между слоями ткань и чашка. Можно наживить, а потом спокойненько пришивать, обрабатывать, то есть края. Можно. Здесь тогда мы в любом случае будем обрезать бейку, а если мы, как я сказала, отдельно потом будем пришивать, то здесь можно бейку не обрезать. Смотрите, я не режу бейку. Вообще желательно, конечно, сразу отрезать, то есть измерить, сделать отрицательные прибавки и отрезать нужное количество бейки, да, потом ее приколоть равномерно и уже пришивать. Но, может быть, ну, я, допустим, уже, наверное, на глаз буду это делать. Смотрите, я обещала показать, как сделать два вида чашки. Да, если вы не хотите чашку видоизменять, а хотите оставить ее так, то есть она вам сейчас вот в таком виде, прям вот как раз супер-пупер, да, можно сказать. Тогда вы от этой точки через макушку вот сюда измеряете до этой точки, измеряете, отнимаете 10, 12, ну 13%, 10-13%, и тогда уже, то есть отмеряете вот такую бейку и обрезаете. Если вы хотите из этой чашки сделать более глубокую чашку, да, тогда она в размерах чуть-чуть уменьшится, но будет более глубокая. Тогда вы отнимаете от того, что вы измерили, 15-20%. И тогда уже отрезаете ленту. То есть, я думаю, понятно рассказала. Я для себя, знаете, наверное, скорее всего оставлю такой. Хотя, если, допустим, чуть-чуть сделать, прям чуть-чуть, я, наверное, возьму 15%. Сейчас я измерю чашку, я еще не измеряла. Но тут у меня получается 18. Желательно, конечно, измерить точно. Вот так вот я прикладываю. Вот так потихонечку измеряю свою чашку по одной стороне. Вот, получается 18 ровно. Видим, да? 18 умножить на 2, это будет 36. Проверяем. 36. Все, вот, 36. Значит, 36 я беру калькулятор и отнимаю 15%. Пусть у меня будет такая слабое натяжение, слабое такое. И будет немножечко глубже. Так, значит, 36 минус 15%. 36. Вот эти за хвостиком, которые цифру, я тоже убираю. Значит, 30 сантиметров мне нужно отрезать. Ровно 30. И таких полосочки должно быть 2 сразу. 30 сантиметров. Вот так. Чикну. Так, и вторая полосочка тоже 30 сантиметров. У нас 2 чашки. Вот здесь у меня 20%, обратите внимание, даже есть легкая сборочка. Поэтому смотрите. Но, конечно же, когда она будет натягиваться на вас, то есть вы вот эту завязочку будете тянуть вверх, вот здесь вы будете тянуть в стороны, и вот эта сборочка, она разгладится, но тем самым глубокая получается чашка. Да, при том, что сейчас я сделаю, скорее всего, таких сборочек не будет. Смотрите. Я сейчас постараюсь поближе показать. Скорее всего, не будет видно вот этого желобка. Но он на свет, он просвечивает. Сейчас попробую вот так показать на свет, на просвет. Я надеюсь, видно вот эту полосочку. Вот этот желобок, он как раз дает ровно сложить вот так бейку пополам. Итак, я отрезала для себя 2 полосочки бейки трикотажной. Вот они у меня 2. Лишнее все убираю. Беру одну чашку. И мне нужно распределить эту бейку ровно, да. Я буду шить
с лицевой стороны, то есть распределить по всему вот этому срезу. Я начинаю с краю, вот так. Я, конечно же, буду прикалывать булавочками. Стараюсь вот таким образом прикалывать. Так, дальше я вот так веду, чтобы ничего не перекрутить с другой стороны. К другому краю вот так прикалываю. Так. И теперь мне нужно найти центр. Таким образом я нахожу центр и прикалываю к центру. Я приколю пока вот так, а когда буду шить, уже здесь вот этот вот загну, вот этот уголочек. Вот видите, совсем чуть-чуть у меня получается, не будет вот этих вот сборочек, которые я сейчас показала. Дальше я просто, можно в принципе дальше приколоть по всей длине. Вот так я расправляю, да, и по всему срезу вот так можно приколоть. Таким образом, не нужно ничего догадываться, как натягивать, правильно, неправильно мы натянули, да, ровно, неровно. То есть все у нас тут красиво выложено. Итак, я приколола, смотрите, с одной стороны, приколола с другой стороны. Обратите внимание, только приколола, а форма чашки уже поменялась. Видите, она стала более такая, будет больше прилегать к телу. И появилась вот эта вот ямочка, да, выпуклость. То есть вот она как бы, вот это, этот вид обработки придает углубление больше, да. Поэтому смотрите, вот так вот. Если вам нужно меньше углубления, вы просто делаете, то есть вот эту беечку отрезайте с меньшим процентом, да. Теперь, как пришивать бейку? Можно, в принципе, также пришивать на режиме С, то есть это обычный зигзаг, ширина и длина стежка 2 мм. Можно взять белевой зигзаг, у меня это режим D, строчка D, и здесь я убираю, то есть длина стежка 1,5 я уменьшаю, а ширина стежка оставляю на, у меня здесь 5 миллиметров, то есть я оставляю на все 5. Можно так пришивать, и так будет правильно и будет красиво. Но смотрите, на первом режиме, то есть на обычном зигзаге и с 2 на 2, да, то есть маленький мелкий зигзаг. Здесь уже, наверное, более опытные девочки могут шить, а у которых нет опыта, лучше взять вот такой вот второй способ, бельевой зигзаг, и сделать широкую ширину, да, максимально широкую. А еще можно сразу сметать, то есть приметать бейку. Мы прикололи сначала, потом приметали, для того, чтобы нам было, во-первых, для того, чтобы было более надежно, более удобно. Мы будем не переживать, что где-то что-то съедет в любом случае, да, потому что толщина имеется, вот она толщина, да, еще плюс ткань, и желобок, он может где-то что-то съехать, да, поэтому лучше приметать, лучше, конечно, ниткой в тон. Почему? Потому что мы будем с вами строчить, и строчка может попасть на наметочную нитку, и нитка будет тяжело оттуда вытаскиваться. Когда мы будем убирать наметочную нитку, может остаться какая-то ворсинка или даже ниточка, которую мы можем не заметить. Лучше поэтому наметывать ниткой в тон. Итак, я приметала вот эту наметочку первую, мы можем уже убрать, которую мы без бейки, да, сначала наметывали вот эту вот нитку, мы можем ее удалить сразу, вот так, и строчить уже по беечке, либо с лицевой стороны, либо с изнанки, неважно, тут вот все, как бы мы когда наметывали, здесь все выравнивали. Итак, я немножко отвлеклась, у меня по плану были занятия стретчингом, надеялась, что успею, но не успела. Продолжаем. Смотрите, у меня уже
практически готовы 2 чашки. И их нужно доделать, то есть сделать складочки, да, вот здесь по низу. Ну и, конечно же, лишнее все срезать. Но прежде чем это делать, мы можем, в принципе, сразу пришить вот эти завязочки, можем потом пришить. В общем, я сейчас просто расскажу, что с ними делать, да, как их пришивать лучше. Ну вот, любую сторону, в принципе, да, берем вот так и прикладываем сверху. Я сначала буду ниткой иголкой как бы приметаю, да, как бы наживлю, а потом строчить буду вот таким зигзагом, можно прерывистым зигзагом, сделаю пару раз туда-обратно, чтобы у меня как бы закрепилась тесемочка, да, на месте, вот, чтобы как бы, ну, плотненько было. Ну и, конечно же, здесь вырезать нужно, высечь все лишнее, чтобы нам не мешало, вот здесь вот ничего нигде не кололо, не торчало и так далее. То есть с этим все понятно. Это можно, в принципе, сделать попозже. Итак, вот она наша чашка. Нам необходимо найти центр. Смотрите, я вот так совмещаю вот здесь, вот эти вот края, и нахожу центр. Можно булавочкой отметить центр, можно ручкой, маркером, то есть, ну, для ткани, естественно, чем вам удобно. Вот он, пожалуйста, центр. К центру, так, центр нам нужно найти и на самой чашке. Вот так воткну, наверное, в эту сторону. Так, значит, центр, вот он, мы должны совместить. И можно, в принципе, вот так одной булавочкой, да, вот так отметили одной булавочкой. То есть приколола тем самым ткань к чашке. Далее я закладываю складки. Какие это будут складки, это уже как бы наше дело, да, вот каждый решает сам. Можно сделать вот такие 3 маленькие складочки, можно сделать 2 чуть побольше складочки, вот так, да, то есть это уже вы решаете сами. Можно, кстати, сделать просто здесь вот так прострочить строчку и сделать сборочку вот сюда. Тоже будет красиво. Но мне сборочка не понравилась, поэтому я делаю, наверное, все-таки 3 небольшие складки я сделаю, прям чуть-чуть поменьше. Одна складка у меня будет прям к центру, вот так, первая складка. Далее вторая складка к первой складке в начало и третья складка ко второй складке. То есть они тут должны соединяться. Ну, можно, в принципе, вот так булавочкой сразу приколоть. Так, первая складка к центру, вторая складка к первой, и можно вот эту центральную булавочку убрать, и третья складка ко второй. Единственная сложность в том, что нужно сделать одинаковые, то есть точно такие же, но в зеркальном отражении складочки на другой чашке. Сейчас я делаю то же самое с другой стороны. Стараюсь сделать так, чтобы у меня складочки были одинаковые. Так. Вот так заложила складочки. Здесь нужно зафиксировать, то есть проложить прямую строчку для начала. То есть недалеко от, ну, можно чуть повыше, да, чтобы потом можно было эту нитку убрать. Точно так же я сейчас буду делать на второй чашке. Буду стараться прям в зеркальном отражении. Также нахожу центр. Итак, я зафиксировала ручными стежками, вот она у меня идет строчка, все свои складочки. Дальше от начала до конца я еще раз проложила строчку ручную, ну то же самое и на другой чашке. И срезала лишний вот этот уже припуск, видите? То есть срезала. Теперь мне нужно срезать на второй чашке лишний припуск. Все, он уже нам не нужен.
Вот так. Все лишнее убираем. Вот такая у нас получается чашка. Одна чашка, вторая чашка. Теперь мы с вами берем вот эту нашу ленточку, которая будет под грудь. Да, я ее зафиксировала, между собой соединила. Сделала в разутюжку. Еще раз прострочила вот так. Сделала плоский шов. И лишнее срезала, ну, чтобы тоже не было утолщения, да, вот здесь вот этот шов мы закроем потом бантиком. Смотрите, вот он у меня центр получается. Я буду пришивать на машинке к лицевой стороне, то есть я прикладываю одним краем к шву, здесь ничего не натягиваю, не нужно здесь ничего натягивать, вот так прикалываю полностью срез к срезу, прикалываю, можно опять же сметать, приметать, но я думаю, здесь уже не нужна лишняя строчка. Пришивать лучше вот этим вот зигзагом коротким, да, который обычный зигзаг 2 на 2, вот таким вот маленьким зигзагом, и до края чашки, то есть дальше мы не идем. Пришиваю одну чашку, дальше вот так прикладываю опять же край к краю, то есть к шву, к центральному, вторую чашку. Так, сейчас приколю и покажу, что у нас получится. У нас вот здесь получится как треугольничек, все равно приоткрыто, да. Там можно, повторяю, сделать бантик. Можно бантик пришить выше, сейчас я все покажу. Вот так вот я пришиваю, да. Ну, пока у нас не пришито, вот здесь, когда мы с вами будем надевать, вот тут вот будет треугольничек. Вот эта часть может расходиться, допустим, если у вас широкая грудь, мы вот так вот натягиваем, да, и вот эта часть, она у нас как бы поддержка уже будет с этой стороны груди. Если вы не хотите, чтобы вот так вот расходилось, вот здесь можно зафиксировать, ну, чуть выше, сантиметра на 2-3 выше, вот здесь можно зафиксировать. Можно сюда положить колечко, вот так пришить с этой стороны, то есть, допустим, вот так вы надеваете, вот так у нас натягивается, а здесь фиксированное колечко, вот тут вот, да, то есть не бантик, а колечко, вот тут вот, а бантик уже будет вот здесь. То есть сейчас я строчу от края чашки через центр до края второй чашки, и мы продолжим дальше. Я буду строчить на ширину лапки вот сюда, да, то есть вот ориентируюсь край, то есть срез чашки или край чашки и край лапки, вот так. Я не делаю закрепки ни в начале, ни в конце шва. Можно, в принципе, просто узелочки сделать, но можно и не делать, потому что здесь мы еще будем все это фиксировать. Дальше мне нужно убрать все наметки, которые у меня видимые. Итак, вот что у меня получилось с лицевой стороны и с изнанки. Вот такая картинка. Теперь нам нужно довести до ума вот эти вот лямочки, прежде чем сшивать вот эту часть. И прежде чем продолжать. Значит, вот эти лямочки я буду делать точно так же, как и завязки по верху. Я вот так их складываю пополам изнанкой сверху. И буду дошивать до чашки. Строчить я буду тем же зигзагом маленьким, да, 2 на 2. И можно в начале, как ее назвать, завязки, тесьмы, точно так же сделать тоненькую, да, то есть вот здесь ориентируюсь на край лапки. Я уже ориентируюсь вот на этот край лапки. Лишнее потом все это срежется. Обязательно натягиваем. Несмотря на то, что это зигзаг, все равно мы все это натягиваем, потому что это все-таки у нас купальник. Где-то что-то подмок, растянулся, подтянуть, чтобы мы могли. Здесь идем, кстати, к чашке немножко на расширение. Вот я дошла прям до чашки и соприкоснулась вот с этой строчкой. Вот видите, дошла до этой строчки. Все, убираю иголочку, вытаскиваю.
Здесь можно просто вот так ниточки срезать, не нужно никакие заклепки. Теперь лишнее я срезаю. Вот эту вот нитку я не отрезаю. Просто лишнее вот это вот все, лишний припуск, как я говорю, лишнее мясо убираем. Оно нам не нужно. И дальше, так же как и тесемочки мои, веревочки, завязочки, с помощью цыганской иглы выворачиваем на лицевую сторону. Итак, мы продолжаем. У нас практически готов лиф, да, завязочки вот эти готовы. Сюда мы с вами пришьем позже. Нам необходимо закончить вот эту часть нижнюю, да. Переходим на стол, чтобы было максимально удобно. Я переворачиваю вот таким образом, опять же для удобства. И вот этот край свободный я закладываю вот так до среза чашки и закрываю полностью вот так срез. И вот эта часть у меня будет пришиваться вручную ниткой и иголкой. Смотрите, для начала, опять же, для удобства, да, я сметаю все эти слои. Вот так вот от начала. Здесь у меня закончилась завязочка, да, отсюда я буду сметывать. Ну, уже здесь можно такими немаленькими стежками. Почему? Потому что главное зафиксировать, да, чтобы вот этот вот срез был зафиксирован, чтобы он не выскакивал, чтобы он никуда не съезжал, пока мы будем все это пришивать, потому что, ну, потом будет все это неприятно, да, распарывать и заново пришивать. В общем, все это мы сейчас фиксируем вот так, ниткой, иголкой. И потайными стежочками, ниткой в тон я уже буду пришивать окончательно вот сюда, да. То есть, смотрите, вот здесь у меня идет строчка черная, вот она, видно, вот она. Я буду захватывать вот эту ниточку и захватывать вот край вот этот вот своей завязочки, да. Ну, и вот потихонечку, но я сейчас покажу еще. Зафиксирую сейчас, да, приметаю вот эту вот часть. И получится она у нас, сейчас я, кстати, покажу, поверну, покажу, что у нас получается с лицевой стороны, с внешней стороны. Какая у нас картинка. То есть как бы не сильно широкая, в отличие от того пробника, да, и она плавно переходит вот в такую тоненькую завязочку. То есть у нас будет сверху тоненькая завязка, снизу тоненькая завязка, и сзади на шее и на спине будет как бы все одинаково. Если необходимо будет, мы можем еще откорректировать длину завязки, да, то есть можем ее срезать лишнее. Кстати, не обязательно делать потайными ручными стежками. Здесь можно, допустим, вот так приметали, да, и с лицевой стороны можно прошить также зигзагом, либо обычным зигзагом, но уже широким, да, более, то есть ширина 5 и длина стежка, ну, примерно 1,5. Можно также 1,5 и 5 зигзагом прерывистым вот здесь можно пришить, но я думаю, что будет красивее, если мы пришьем вот здесь потайными стежками, а с этой стороны шва будет не видно, потому что на завязочку шов не доходит, да, то есть не будет доходить, будет отсюда и сюда, вот так вот. Обратите внимание, насколько у меня разошлись чашки. Вот здесь, я еще раз говорю, можно пришить кольцо, а можно оставить так, если у вас широкая грудь. Вот что у меня получилось. Теперь я убираю наметочную строчку, наметочную ниточку. И получается красота, красотища. Вот такая ровненькая, все красивенькая. А сюда мы с вами завяжем бантик. Кстати, бантик можно сделать вот так же. То есть мы берем, ну, сантиметров, наверное, 15 для удобства, да, лишнее потом срежем. Точно так же делаем вот эту вот тесемочку, потом завязываем бантик. Вот так выравниваем. То есть вот так я вытягиваю, да, затягиваю, вытягиваю, затягиваю. Ровненько все выправляю. Не буду уже показывать дополнительно бантик, да, я уже сделаю за кадром. Вот так все выправляю. Далее
лишнее срезаю. И вот таким образом можно пришить бантик вот сюда и оставить так. И точно так же мы можем вот сюда, еще раз говорю, пришить, сюда зафиксировать, сюда. Сейчас я колечко возьму, покажу. Это может быть черное кольцо, но я думаю, что сюда лучше будет черное кольцо, да, вот так вот взяли, приложили, сюда зафиксировали ниткой, иголкой, и вот такая красота получится. А здесь у нас будет бантик. Осталось нам только пришить наши завязочки ниткой, иголкой. Можно ниткой, иголкой, я сказала, да, можно с помощью машинки зигзагом. Далее кончики отрегулировали. Вот посмотрите, какие завязки, да, получились у меня большие. Ну, это очень большие, согласна. Тем более, когда мы с вами шьем, она еще и растягивается, завязка. В общем, на себе отрегулировали, завязали. Можно на концах просто завязать уголочек, лишнее срезать, да, сейчас вот я завязываю. Смотрите, можно просто сделать вот так узелочек, вот так, и лишнее срезать. И она не распустится. Все, она будет зафиксирована. Можно вдеть сюда наконечник и уже потом сделать узелочек. Также все лишнее срезать. И точно так же на этих завязках. То есть это уже ваше дело. Либо наконечник, либо просто узелочек. Все, показываю лиф на манекене.